Всем привет! В этом видео покажу, как можно сделать свой шаблон для нанесения разметки под стежку. Вообще шаблоны эти вещь довольно полезная, особенно когда нужно нанести одинаковый рисунок, довольно сложный, на всю поверхность квилта. Вот так выглядят заводские шаблоны. Сейчас я на темной ткани покажу. Вот у меня два примера. Они бывают разных размеров. У меня в данном случае 4 дюйма, либо 10 сантиметров. Конкретно эти мне подарили. Здесь производитель указан quiltingcreations.com. По сути, это кусочки пластика с высеченными в них такими слотами, в которые вы вставляете маркер и обводите, то есть переносите рисунок на ткань. Также на них обычно есть наклейка, на которой показано, в каком месте нужно начинать и как следовать по узору. Здесь вот тоже это есть. Например, здесь показано, что нужно пройти вот так вот нижний ряд, вернуться в точку начала и потом продолжить верхний, соединяя все уголки. Ну и, собственно, зачем изобретать велосипед, да, если можно пойти и купить готовые. Вот в том-то и дело, что готовые пойти и купить довольно проблематично. По крайней мере, я не видела в наших магазинах в наличии ничего подобного. В интернет-магазинах тоже, только вот на зарубежных сайтах, а доставка с зарубежных сайтов, сами знаете, какая дорогая. Ну а если даже у вас есть возможность приобретать такие шаблоны, то не всегда есть в наличии, либо вообще в доступе необходимый рисунок, либо этот рисунок в нужном размере, в масштабе, поэтому иногда приходится делать свое. И вот так выглядят мои шаблоны. Вот этот шаблон заполняющий узор, по-моему, называется корзинка. А вот этот шаблон я использовала для разметки вот этого квилта. Вот он, этот блок. Вот так блок выглядит в распечатанном варианте. Не блок, узор, извините. И, как видите, не обязательно полностью вырезать абсолютно весь узор. Можно разбить его на части, вычленить повторяющиеся и сделать в одном экземпляре. Вот здесь я вырезала круг, главное, и один из уголков. Я нашла повторяющийся примерно дизайн, который будет совпадать, и вот так вырезала. При этом я перевела все вспомогательные линии, которые впоследствии помогли мне выстроить все относительно швов, так что дизайн получился довольно ровный и везде одинаковый. В сегодняшнем видео я буду вырезать вот этот узор. Это та же самая корзинка, но только побольше. Вот это хорошо подойдет для каких-то маленьких объектов, косметичек, а вот это можно будет для сумочки или покрывала потом использовать. Так что давайте посмотрим теперь, что нам понадобится для этого. Итак, в первую очередь, это, конечно же, сам материал, из которого мы будем делать шаблон. Для этого необходим вот такой лист прозрачного пластика для создания шаблонов и трафаретов. В магазинах он так и называется. Бывает абсолютно прозрачный, либо же с разметкой. Берите любой, какой найдете. У меня в данном случае от Prim. Покупала я его давно. Он прошивной, выдерживает проглаживание через ткань, то есть воздействие температур, а также можно уплотнять им дно сумок. В принципе, для сумок я его и брала, но как-то не сложилось, не использовала, а вот для шаблонов уже порезала. Продается он в таком рулоне и хранился, соответственно, также. И теперь при извлечении он стремится обратно скрутиться в трубочку, но это решается путем проглаживания через ткань. Главное не переборщить с температурой. И вот я уже вырезала вот такой кусочек. Я думаю, его хватит. Он, видите, немножко все еще сворачивается, хотя я прогладила и оставила его остывать под листом. Далее, для того, чтобы перенести узор на пластик, нужны перманентные маркеры. Я беру вот такие для подписывания CD и DVD дисков, потому что они обычно с тоненьким кончиком. Ну, я беру двух цветов, чтобы наносить основные линии и вспомогательные. Далее, для прорезания слотов я использую канцелярский нож, самый обычный. Главное, чтобы вот эта защелка обратного хода работала, была исправна. И если вы давно им пользуетесь, то обломите пару слотов, чтобы освежить лезвие. Но нужно нам острое. Для защиты стола я буду использовать вот такой картон.
При этом не советую использовать в качестве подложки ваш самовосстанавливающийся коврик, поскольку эти коврики обычно не рассчитаны для того, чтобы на них работали канцелярскими ножами. То есть он просто испортится, поэтому использовать его не нужно в качестве подложки. Лучше какой-нибудь картон найдите. Дальше малярный скотч пригодится для того, чтобы закрепить узор и наш трафаретный лист, чтобы ничего не слезало. Это узор мой. Я буду использовать вот такую линейку. Ну и для защиты рук использовать перчатки. Дело не сказать, что прям очень опасное, но лучше перестраховаться. Плюс у меня они садовые, то есть они такие прорезиненные и хорошо будут удерживать линейку от соскальзывания. Вот, в принципе, и все. Давайте приступать. Я под свой картон еще положила такую прорезиненную подложку, чтобы не скользило ничего. Теперь берем наш узор и сверху располагаем пластик. Теперь малярным скотчем приклеиваем узор и ваш трафаретный лист к досточке, к поверхности. Теперь, используя линейку, просто переносим потихонечку узор . Так, готово. Теперь это все дело отсоединяем. Так, подложка нам больше не понадобится. Будем переходить к вырезанию. Здесь нам снова пригодится малярный скотч. Хорошенько фиксируем уголки. Так, и перед тем, как будем прорезать слоты, я вот здесь себе поставлю крестики, чтобы во время вырезания не запутаться. И теперь основное, о чем бы мне хотелось сказать. Хотела сказать по поводу принципа вырезания слотов. То есть нам нужно вырезать не вот эту линию, а чтобы одна из границ слотов проходила четко по ней, то есть чтобы она была ровная. То есть мы будем вырезать, вот начиная отсюда, пройдет вот так разрез вниз. Здесь, не доходя до конца, необходимо оставить перемычку, чтобы части между собой держались. И вот так вот вырежем пластик над ней. То есть, причем вот это вот может быть не очень ровное, это не страшно. Главное, чтобы вот этот край был ровный, потому что именно к этому краю вы будете стараться прислонять маркер или там карандаш, чем вы будете размечивать. То есть вот эту вот часть мы будем вырезать. То же самое с этой стороны. Для этого я и поставила вот эти крестики, чтобы не забыть, что я буду вырезать вот этот вот пластик, который ближе к крестикам. Те стороны, которые возле крестика, не должны быть ровными. То есть не обязательно, если что-то съедет, не страшно, но вот эти должны. Покажу вот на этом участке. То есть вот я обозначила мой крестик. Те края, которые будут ближе к крестику, они могут быть кривыми. Значит, мне нужно вот этот и вот этот провести ровно. Для этого я беру линейку и провожу по ней, немножко отступив от начала и не доходя до конца, потому что там будут наши перемычки сохранены. И чем хорошо работать по картону, то слышно, когда пластик прорезан и что нож уже достиг картона. Так. И теперь здесь можно от руки. От руки проще резать, чем по линейке. То есть, когда вырезаете фигурные какие-то вещи, то будет намного проще и быстрее. Ну и вот второй.
Итак, вот что у меня получилось. Давайте проверим. Заняло у меня вырезание всех слотов примерно, ну, минут 20, наверное. Может, даже меньше. И я делаю разметку, ориентируясь на внешний край от крестика. Как-то вот так вот получается. Чтобы продолжить там, да, допустим, вы вот тут вот дошли до края, остановились, просто потом, ориентируясь уже на проведенные линии, вы подставляете и продолжаете свой узор. Я сейчас не сильно стараюсь, поскольку мне здесь неудобно из-за камер. Немножко, ну вот как вижу, так делаю. Получилась разметка для стежки в корзинку. Ну вот так вот получается. В общем, если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете. Подписывайтесь на канал, будет много еще чего интересного. В общем, спасибо за просмотр и всем пока!